Всем привет, с вами Дэн, и у нас здесь два велимерка, и по комплекту, значит, как укорачивать браслет, как его менять, инструкция небольшая, средство для как раз укорачивания браслета и ремешка, и давайте открывать коробочки, смотреть, что там внутри, потому что, конечно же, главное это часы, и сразу две новиночки, и в таких вот travel кейсиках приятных, ой, зеленых, на молнии, ай, прям какая красотулечка. Так, давайте, раз. Открываем. Опа! А? Какие, а? И вторые тоже. Давайте смотреть, что здесь. О! Ребяточки, здесь точно есть о чем поговорить. Сейчас распакую и продолжим. И давайте начнем вот с этой модели, которая имеет референс VM220 в честь шелкового пути. Я вам показывал предыдущую версию. Это вот вышло обновление, новая версия модели. В честь, она называется вообще линейка в честь оазиса Дунхуан, который как раз был на шелковом пути, да, на великом китайском. И конкретно эта модель посвящена пещере Магао в Гуаньсу в провинции. На циферблате здесь есть как раз вот карта шелкового пути. На безеле паттерн, такой вот, да, орнамент, который они нашли в гротах, да, и вот разные модели, разные версии этой линейки, они как раз посвящены вот этому вот шелковому пути и различным артефактам, которые были связаны с ним, да, и вот, например, здесь тоже вот иероглиф как раз в честь Дунхуан пустыни, оазиса. Значит, что касается характеристик, да, здесь 316L по корпусу, по браслету сталь, безель сапфир, стекло купольный сапфир с внутренним антибликом, есть люминофор, 200 метров водозащита и внутри стоит механизм Seiko NH35, да, и вы слышали, да, что теперь уже и Casio в своей первой механической модели тоже использует Seiko NH35, что говорит о том, что это надежнейшая рабочая лошадка. Так, значит, 41 у нас идет по корпусу, высота с учетом купольного стекла 15,5, по браслету 20, так что можно, если что, ставить и сторонние ремешочки, например. И 47 от ушка до ушка. И вот в этой зеленой версии мне она прям очень нравится, потому что, ну, красиво, да, и достаточно, с одной стороны, нейтрально, а с другой стороны, вот орнамент, и он как раз вот выделяет эти часы из огромного количества других часов, там, других конкурентов. Браслет такой комбинированный, здесь рисовый посередине, центральная часть, да, 3 центральных звена, и крайние звенья сатинированные, такие классические. Красивый браслет, и он, кстати, хорошо сочетается именно вот с этим вот орнаментом на безеле. Ну, прикольно, и нравится такой объемный, посмотрите, да, чувствуется глубина на этом циферблате, потому что есть накладные метки, да, окошко даты в цвет, кстати, хорошо. Дальше идет как раз здесь, собственно, карта шелкового пути, причем такая рельефная, такая выпуклая, красиво сделана. Лого, ну, круто, шикарно. О, безель, ого, безель очень четкий, очень уверенный, у него такой мягкий, да, здесь боковая часть, то есть нигде ничего резать, нигде ничего там царапать не будет. Хват может быть не самый удобный, потому что он прям вровень с корпусом, но вот если в этих частях брать, то вполне можно пользоваться. В принципе, безель здесь такой больше для красоты, потому что, ну, у нас только есть нулевая отметка. Корпус такой объемный. Центральная часть с сатинированием, нижняя часть немножко сужается к задней крышке, зеркальная полировка, верхняя часть тут тоже зеркальная полировка и боковая часть по ушкам, верхняя часть, точнее, сатинирования, да, боковая часть с зеркальной полировкой. Ну, то есть такие нотки есть с зеркальной полировкой, но без перебора. И мне кажется правильно, потому что все внимание здесь идет как раз на циферблат. Циферблат красивый, прям классно сделан, такой прям объемный. И главное, есть идея в этих часах, что, согласитесь, тоже немаловажно. Браслет вполне себе приятно сделан.
Может быть, немножко чуточку островато с внутренней части, но опять же это вопрос на любителя. И застежечка у нас на двойном фиксаторе. Что касается цены, то на AliExpress там, понятное дело, всякие акции, распродажи, скидки и так далее. В общем, цена 19 тысяч рублей. Ссылку оставлю в описании к ролику. Можете посмотреть, какая будет конкретно цена в момент публикации, да, этого ролика. И что касается веса, то на полном браслете 167 грамм. Ну, чувствуется, но не слишком много, да, и про запас здесь сантиметра 4 есть, так что, в принципе, на любое запястье, плюс здесь удобство по кнопочке, можно немножко, да, на сантиметр этот браслет подвинуть, что позволит вот микронастройку такую подвести именно под конкретно ваше запястье. Это круто, это прям лайк. Молодцы, Велимер, конечно, вот каждая модель, это всегда крутое сочетание качества и как раз таки характеристик и цены, Ну а мы с вами переходим к следующей модели. Это Glacier, да, называется линейка Ледник, и их несколько версий. У меня вот такая красная, которая из красной уже практически становится бордовый по краям циферблата. Очень красивая модель. Здесь как раз паттерн ледника есть по центральной части, ну, по всему циферблату, но особенно хорошо это видно в центральной части. Метки красивые, какие, зеркальная полировочка по бокам, такие они длинненькие. Объемные, да, объемные, сложные формы, красивые стрелки. Здесь прям классно. Круглый циферблат с широкими ушками. Слушайте, класс. Очень круто. Новинка. 226М у этих часов референс. Сапфир с внутренним антибликовым стеклом. Сейка NH35 здесь. Кстати, посмотрите. Дата в цвет. Дата в цвет. Вот это уважение покупателям. А? Причем на всех версиях, на всех цветах именно в цвет сделали дату, и это круто. Вот так надо, товарищи японцы, товарищи швейцарцы, заботиться о своих покупателях. Вот это круто, а. 14 тысяч рублей на AliExpress, там по акции есть, да. Ну, опять же, посмотрите, какая конкретно будет цена на момент публикации видео. 100 метров водозащиты, сапфир с антибликом, сейка, 316 Эльс по корпусу и по браслету. Ну и давайте посмотрим по размерам. Значит, 39 по корпусу, диаметр, высота 12,6, браслет 20 и от ушка до ушка сколько у нас тут получается? 44,3. Так, стоп. 45, да, 45. 45. Но размеры тоже достаточно универсальные. Смотрим на моем запястье 18,5. Да, и сидят как хорошо. Мне нравится первое звено, все аккуратно, нигде ничего не топорщится, все правильно сделано, да? Да, с инженерной точки зрения аккуратно. Ой, хорошо. Хорошо, в этом цвете прям мне нравится. И опять же нравится, что практически полностью корпус сатинированный. Браслет вообще весь, да, Oyster браслет весь сатинированный, кроме боковой части. По корпусу есть нюансы. Вот такой акцентик у нас на боковой части ушек, плюс боковая часть безеля. И в принципе все. Все внимание идет потому, что именно на циферблат. И мне кажется правильно. Вот и в одной, и в другой модели внимание на циферблат, и поэтому не надо, как говорится, распыляться. Да, хорошо. Задняя крышка, здесь ничего такого особенного нет. Системы быстрой смены браслета нет. А зато есть, опять же, подстроечка небольшая под баклю. Тут попроще, так как чем в предыдущей модели. Здесь просто на штифте можно. Но опять же, подобрать под себя можно. По браслету про запас, ну здесь сантиметров 5. Так что будет удобно. На любое запястье практически сядут. И по весу на полном браслете 150 грамм. Ну, здесь практически одинаковые эти обе модели по весу. Вот он этот паттерн, да, у нас здесь на циферблате. Красиво, объемно, рельефно. Накладные метки, прям добавляют шика. И красная дата. Вот это я понимаю, вот это круто. По полировке здесь, конечно, шикарно все. Прям супер, хорошо, очень хорошо. Браслет. Приятно. Да. Ну, это велимерк. И Дуньхуан. Здесь тоже объемный циферблат. Только он еще и купольный. Ой, красивые искажения. Посмотрите, и безель какой, а. И сапфир, главное, на безеле. Вот это вот правильно. Ну и подделки тоже все очень приятно. Особенно с учетом цен на эти часы.
Что же, подводя итоги, скажу, как мне кажется, с точки зрения цена, качество, дизайн, обе модели очень удачные, прям шикарные. Здесь вопрос, наверное, что больше для вас, потому что понятно, что ледник, да, он такой более универсальный, они поменьше и визуально, и физически, а версия Дуньхуань, она, конечно, покрупнее, и здесь больше таких артефактов, более специфическая модель, но с другой стороны она и выделяется среди огромного количества моделей, которые вот не дают какой-то специфический дизайн, какие-то элементы. Поэтому разные, при этом вполне себе повседневные, что одна, что другая. Пишите, какая понравилась больше, что еще может быть из велимерок показать на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.